Что погаmoru, что погаmoru, что помору мору сеня Всем привет! Сегодня у меня на канале будет долгожданная серия про грузовики John Deere. Вы, наверное, меня спросите, Ярдрей, какого черта так долго? Ведь первая серия вышла аж практически год назад, в апреле прошлого года. Все варианты перепробовали. Документы, пожалуйста, предъявите. Покупая трактор John Deere, заказчик может быть смело, однозначно уверен, надеяться на нас мы не подведем. Дело в том, что это довольно грустная на самом деле история. Эти грузовики купили два партнера, Владимир и Василий. Как это помягче выразиться, немножечко попали на деньги из-за них. В итоге разругались, длительное время выясняли отношения. И в итоге вот сейчас эта история продолжается, к сожалению, с одним из партнеров, с Владимиром. Но я надеюсь, что все-таки сдадим эту технику назад, решим все финансовые вопросы, и старые партнеры снова подружатся и начнут работать вместе. Итак, перед вами шарнирно-сочлененный самосвал от всемирно известного производителя сельскохозяйственной техники под названием John Deere. Замечали, что на английском языке названия всегда звучат очень круто. Вот произнесите John Deere, да, чувствуете сразу премиум, чувствуете себя крутым бизнесменом, владельцем техники John Deere. А переведите это на русский язык, и звучит это, конечно, не очень круто. В переводе на русский язык John Deere это, наверное, знаете, как переводится? Ваня Олень. Согласитесь, иметь технику Ваня Олень за 40 миллионов рублей как-то уже не очень круто. Всем добрый день, меня зовут Владимир. Приобрели вот эти замечательные самосвалы 1,5 года назад. Каждая машина стоит 40 миллионов рублей. Ну, честно говоря, за эту сумму хотели ожидать немножко большего от машины. В настоящий момент периодически сталкиваемся с тем, что по тем или иным причинам машина выходит из строя, встает на ремонт, запчасти дорогостоящие, не всегда есть в наличии. Соответственно, машина, можно сказать, за 1,5 года уже частично пришла в негодность. В настоящий момент вот пригласили экспертов для того, чтобы они все-таки помогли нам разобраться, насколько это качественная техника и стоит ли ее в дальнейшем эксплуатировать. Мы находимся на месторождении рудного золота. Тут постоянно носятся такие грузовики с горной породой. Довольно страшно. Ну а в том ангаре происходит экспертиза одного из этих самосвалов. Пойдем посмотрим, что же с ними не так. Я спросил у Владимира, говорю, а зачем машина заведенная стоит на улице? Он говорит, это, наверное, чтобы антифриз из нее потек, чтобы эксперты увидели. Это было очень смешно. Чего? Я ищу трещины в сварных швах. Вот тут вообще идут двойные, одна над другой. С двух сторон шов лопнул. Трещины сварных швов мы находим на кузове автомобиля в области проушин подъема. Сейчас Шамиль, главный механик, расскажет нам про недостатки этого автомобиля, с которыми он столкнулся. Я так понял, что автомобиль с самого момента приобретения, ломался. Всем добрый день. Получается, по этому автомобилю с первых дней начались у нас нюансы. Топливный шланг у нас, получается, отъехали тысячи где-то, получается, километров. Утечка топлива. Разобрались в том, что был развенчан соединительный хомут топливного магистрали. Это все устранили. В дальнейшем у нас начались проблемы, получается, с болтами балансира. Это уже тоже получается, у нас они не родные стоят. И это уже не вторые, не третьи, там уже получается и привозили специалисты, то есть получается John Deere свои болты, то есть и какой-то другой маркировки, другой закалки, но все равно беда у нас не ушла. Также получается по РВД шлангов трение, тоже никто не может дать ответ на это, что перетираются. Кто уложил, завод-изготовитель или кто в этом виноват. РВД должны перетираться, это же тоже получается, не должно никак, это...
такая техника, то есть, которая должна работать 24 часа, получается, в сутки, и я так понимаю, что нет. Отрывает постоянно, получается, мипель. Это мы уже сами сделали уголок, получается. И попадает, то есть, камушек или где-то в грязи, когда машина проходит. Это ваше улучшение Это мы уже как бы, да, по проводам, по подъему кузова уже 2 раза тоже косу привозили специалисты, сами делали. Обрыв проводов идет, тоже как бы получается конструктивно. Видимо, не палатка положили, как бы неправильно положили косу. Перетирание. 6000 всего моточасов прошла машина. Но как бы это вообще ни о чем. Но хотя она начала уже на первых 1000 уже начались поломки. Техника работает не в ужасных условиях. Я предчувствую, что многие из вас, наверное, хотят уже написать комментарии, что, мол, тяжелые условия эксплуатации раздолбали автомобиль по российским дорогам. Хочу вам показать дорогу на этом карьере. Вот просто посмотрите, как она выглядит, в каких условиях эти самосвалы эксплуатируются. Это просто ровное шоссе. Тут можно ездить на седане. Грузовики, которые предназначены для того, чтобы возить в их кузовах 40 тонн породы, они вот здесь вот просто умирают и рассыпаются на куски. Также уже поменяли, получается, насос среднего моста. Тоже это где-то на 2000 навернулся, получается, насос. Также была проблема с рулевой колонкой. Техника сама начала произвольно, то есть двигаться, то есть поворачивать влево-вправо. При этом собственник все это время вынужден был платить лизинг за эти грузовики. Техника стоит, а лизинг оплачивается. Получается, он платил лизинговые платежи вообще за воздух. Ну вот они, трещины. Вот мы их внизу видели, они были меньше, да, но трещины такие глубокие, что когда гидроцилиндр стал поднимать кузов, трещины начинают увеличиваться. Просто я это уже вижу, наблюдая за ними на протяжении там пару часов, наверное. Денис говорит о том, что на кузове имеется трещина, которая постепенно увеличивается. Я так понимаю, рано или поздно этот кузов просто отвалится. И по мнению Дениса это является неустранимым недостатком. А почему неустранимым? Что, нельзя кузов просто заменить? Что взять и заварить просто не выйдет. Это надо разбираться. Это надо брать этот кузов, увозить, привозить новый кузов. Да, либо просто менять кузов. А какая стоимость замены? Ну, здесь она значительная, да. Я думаю, одна стоимость доставки этого кузова Доставка. больше, чем стоимость самого кузова. Я правильно понимаю, Денис, что вот эта трещина в кузове может привести рано или поздно к тому, что кузов просто отвалится груженный? Ну, ты очевидность просто. Ура, я эксперт. Ну что ты, это не смешно на самом Нет, деле. это абсолютно не смешно, потому что особенно, когда мы видим, что кузов поднят, и в этот момент она просто раскрываться начинает. Вот, конечно, смешного мало. Он даже не груженный. Не груженный. Надо понимать, что в этом кузове 35 тонн как минимум. Сколько будут последствия, которые могут быть просто непоправимы для тех, кто работает рядом с этой техникой. В результате мы понимаем масштаб бедствия. Шамиль говорит, что он не спит 3 дня. Почему? Из-за джундиров почему? Человек 3 дня не спит из-за джундиров. То одно сломается, то другое, то третье. Все, получается, от себя открещиваются и не хотят на себя брать обязанность. А мы, получается, страдаем, наша организация в первую очередь. То, что она не работает и не дает нужную кубатуру. Джон Дир говорил, что она вам будет вести, но она на самом деле не везет этого. Ну что у нас тут? Здесь текущие радиаторы, вот то, о чем мы сейчас говорили и исследовали. С правой стороны все нормально, с левой стороны радиаторы текут. Вот здесь мы обнаружили микротрещины. Это все придется менять потом в очередной раз. Это уже не один раз менено. Проворачивается кардан, машина не идет. Говорят, что шлицы сорвало. Ну, пока не исследовали. Сейчас снимем, посмотрим. Шлицевая, которая стоит, ее просто оборвало. И все, шлица оборвала, и вращение на средний мост не приходит. То есть я правильно понимаю, что сейчас фактически он переднеприводный? Да. Сейчас он может передвигаться только на переднем приводе, и все. Это девятка, я же тебе сказал. Девятка? И даже шов, получается, сварной нормально не могли положить. Здесь даже видно наглядно, без всякой экспертизы, то, что как бы оторванный шов лежит на одной стороне, на второй стороне металла шва нету. Выполнен крайне неаккуратно. Деталь, вот этот лист, он обгорел, когда шла сварка, расплавился. А сам шов ушел в левую сторону. Сделали 100%, получается, на подъем кузова
Но сейчас в данный момент, пока мы не дернемся, получается, не можем отпустить кузов. 100% мы не делали раньше. Почему? Потому что нам не нужно было столько поднимать и вываливать. Сейчас вот в связи с тем, что осмотр техники, и получается, вот мы встали опять в точку мертвую, что мы не можем просто отпустить кузов. А мне это все напоминает восстание машин. Кузов поднят на максимум, он не может сам опуститься, пока грузовик не проедет вперед и резко не затормозит, чтобы кузов тоже пошел вперед. Здесь еще у нас есть трещины. О, вот так все это сварено. Течет радиатор так же, как и на том. То есть я так понимаю, что это конструктивная особенность текущей радиатора. А сейчас Максим, линейный механик, который обслуживает эти автомобили, тоже намучился с ними, расскажет нам про характерные проблемы. Я так понимаю, одна из проблем — это вот эти вот болты, которые просто не рассчитаны на такую нагрузку, они просто ломаются, и я правильно понимаю, что кузов может упасть на бок вообще, да? Не кузов, а что? Просто как бы объясню, да, вот есть болты, да, которые удерживают, стоят на оси балансиров, удерживают сайлентблок и удерживают сам балансир вот этот вот большой. То есть они, получается, в ходе эксплуатации постоянно болты отламываются, и начинает у нас вылет самого балансира, да. То есть это может привести к чему? То есть машина может даже опрокинуться из-за этого, если она выйдет. У тебя опрокинуться. Да. То есть эта проблема, да, по сроку эксплуатации, она у нас постоянная, она у нас не исчезает никуда, просто болты отламывают, ставим другие, опять закручиваем, опять какое-то время эксплуатируем. То есть, ну, как бы вот сами болты, они, я думаю, на мой взгляд, что они не рассчитаны просто на такую нагрузку. На такую какую? Какая заявлена? Ну, заявлено, там, грубо говоря, 40 тонн, что он перевозит, да. Вы не превышаете? Нет, мы не превышаем этой нормы. Там в активных ошибках в бортовом компьютере стоит где-то в районе 20 ошибок. А те, что сейчас ушли в сохраненные ошибки, те, которые по мере эксплуатации у нас вылазили, их в районе где-то 3000 ошибок. А наработка 6000 моточасов. По ошибке на 2 моточаса, я сейчас так посчитал. Одна машина 3000 ошибок, другая машина 3000 ошибок. И проблемы ты мне показываешь, в общем-то, одни и те же. То есть характерные поломки одни и те же на обоих машинах, да? Да, одни и те же. В основном приходится ее как бы обнаруживать методом тыка. Потому что точной информации бортовой компьютер дать не может. А тут тоже есть эта проблема с перетиранием РВД, да? Да, эта же проблема остается по всей машине. Перетирается и между собой, и об крепления, где провисы есть у них. Что там опять смешно? Че? А проверь в автотеке эти грузовики. Как я тебе в автотеке проверю грузовики при отсутствии интернета? Не купился. Ну, конечно, я прикололся над нашим терминатором по поводу проверки Джон Диров в автотеке. Здесь вы не проверите вообще ничего, потому что здесь нет ни сотовой связи, ни интернета, вообще ничего. Мы находимся где-то в горах, вдали от цивилизации. А где-то там, в этой самой цивилизации, продолжается наш социальный проект вместе с автотекой по оказанию безвозмездной для потребителей юридической помощи. И Павел, который пострадал от действий дорожников и повредил коробку на своем Volkswagen Polo, уже, я знаю, приехал к нам в офис, и моя команда оформила вместе с ним доверенность, поэтому судебный процесс начинается. Скоро будем взыскивать с дорожников денежки. А сейчас обещанный промокод, по которому вы можете купить отчет автотеки до 10 апреля со скидкой 30%. И этот промокод, как несложно догадаться, слово «Ярдрей». Если вы вдруг не знали, что же такое сервис «Автотека», это сервис проверки автомобиля по его ВИН-номеру. Вот, например, на примере отчета Павла я вам расскажу, что же можно узнать об автомобиле. Если бы вы вбили ВИН-номер его автомобиля в автотеку, вы бы, например, узнали, что в нем обнаружено 3 ДТП, что показание пробега составляет 72 890 километров, что автомобиль используется в качестве такси.
что обнаружен залог этого автомобиля. Согласитесь, очень много полезной и важной информации. Я считаю, что Автотека довольно полезный сервис и постоянно использую его в своей работе. И напомню, что вместе с этим замечательным сервисом мы запустили проект социальной, безвозмездной для людей юридической помощи, который спонсируется за счет Автотеки. Вы уже видели, я надеюсь, ролик про Volkswagen Polo. Если не видели, обязательно посмотрите. Я там подробно про это рассказываю. Огромная вам благодарность за те слова поддержки, которые я читал в комментариях. Признаюсь честно, всех комментариев я просто не смог прочитать, потому что их аж 3500 было на тот момент, когда я последний раз их читал. Я прочитал где-то первые 200 или 300 штук, и все они абсолютно положительные. Огромная вам благодарность, благодарю вас за слова поддержки, вы молодцы, мои уважаемые подписчики. Автотека, естественно, тоже читала эти комментарии, и тоже, естественно, они понравились, и я надеюсь, что у этого проекта будет большое будущее. Вот, например, на днях мне написал один подписчик, я прям зачитаю с телефона: являюсь подписчиком вашего канала, спасибо за то, что делаете. Сегодня посмотрел ролик про таксиста, который попал на 700 000 рублей, увидел в этом ролике рекламу Автотека, решил проверить свой автомобиль, купленный в мейджоре, и обнаружил ремонтные работы, о которых мне не сказали при покупке автомобиля. Ну, в общем, классическая история. Человек увидел рекламу Автотеки, пробил свой автомобиль, оказалось, что ему продали его битый под видом нового. Поэтому, возможно, у меня на канале будет скоро классный ролик про Jaguar и Major. Ну, а мы же немножечко отвлеклись, поэтому вернемся, говорят, что мы вернемся к нашим баранам, а мы вернемся к нашим оленям. К нашим оленям, да. В русском фольклоре у нас Иван Дурак, либо Иван Коровий сын. А что у нас за Джон Дир? По факту исследования, что у нас получается? Значит, на самом деле, эта машина, она гораздо более в лучшем состоянии, чем первое исследование. С первого исследования сейчас сняли кардан, кстати, будет интересно, мы его сейчас привезем сюда. Вот, получше состояние, у него другая совершенно конструкция кузова, он усиленный, да, поэтому мы предполагаем, что трещин меньше, но по радиатору безобразие полное, висят капли. Трещины в радиаторе присутствуют. Слушай, ну как в лучшем состоянии? Я увидел все те же самые недостатки, как и на том. Течет лучшем... радиатор, перетирается РВД, рвутся вот эти вот болты, все то же самое. Но в лучшем состоянии это не значит исправный, да? Давай мы будем подходить так. Все-таки работает привод, у первого у нас не работает привод. У первого у нас серьезные трещины в подъемных частях кузова, в опорах. Вот, поэтому нет, конечно, состояние его хуже, но здесь, с другой стороны, зато течет радиатор, отсюда капли радиатора, да? Капли антифриза с радиатора. Поступило очень много жалоб от механизаторов, от водителей этих автомобилей, о том, что эти машины вообще не тянут. То есть сейчас эта машина тянет на пониженной передаче, еле едет в ту же горку изначально, в которую она шла там чуть ли не на 3-4 с полной загрузкой. Пропала мощность? Да, поэтому потери мощности здесь есть. Что такое шлицевое соединение? Я Шлиц вот юрист, находится например. внутри. Что такое шлиц? Покажут сейчас. Покажешь? Мы сейчас тебе Хорошо. покажем все. Да можно высыпать все, что там находится? Я вижу, что замято. Ну посмотри, здесь что делают. Ничего страшного. Еще раз, которые Как в кофемолке. остатки шлицев это. Как в кофемолке перемолола. Это вот Так, зафиксируй, где? Пломбы хорошие, точно Плюс тут мешок будет пломбироваться. никто не сорвет. Теперь скотчем обматываем всю ее. А сейчас я расскажу вам о том, какие же у вас есть права, если вы купили некачественную технику в лизинг. А права эти на самом деле довольно-таки ограниченные. Ну, во-первых, вам надо понимать, что если вы купили коммерческую технику, то закон о защите прав потребителей тут вообще никаким образом не действует, он неприменим. Соответственно, ни неустоек, ни штрафов, там, ни морального вреда, никаких вот этих вот ужасных санкций, которые предусмотрены этим законом, вам не положены. Далее, есть очень существенные ограничения, о котором многие не знают. Если вы приобрели технику в лизинг, вы не можете расторгнуть договор купли-продажи без согласия лизинговой компании. Чтобы его расторгнуть, вам нужно получить это согласие. А очень немногие лизинговые компании ее дают. Вот, например, в ситуации с Джон Дирами продавец этих автомобилей и лизинговая компания, они, скажем так, в гораздо более лучших отношениях, чем
компания, которая их приобрела. Потому что компания, которая приобрела их в лизинг, ну, сегодня она их приобрела, завтра я уверен, что они не пойдут покупать себе John Deere. А вот с продавцом именно техники, который является крупным продавцом, насколько я понимаю, в регионе, Тимбермаш Байкал является крупной компанией и, соответственно, будет с лизинговой постоянно сотрудничать не по этой организации, так другой, третий, четвертый, которым они приобретают в лизинг автомобилей. Соответственно, с ними, ссориться не очень хочется. Потому что такое лизинг? Лизинг — это фактически аренда. Вот, например, лизинговая компания покупает у крупного продавца, такого как, например, Тимбермаш Байкал, какую-то технику и, грубо говоря, сдает ее вам в аренду. Поэтому даже сама фраза «купить технику в лизинг», она звучит неграмотно. Вы ее не покупаете, вы ее просто-напросто арендуете. И это всегда нужно понимать. Без согласия лизинговой компании единственное, что вы можете сделать, это, во-первых, предъявить требования о гарантийном ремонте, и второе, это заменить технику на новую. Вот тут действительно согласие лизинговой компании не требуется. И именно этим мы и займемся. Мы будем заменять вот эти вот два неисправных грузовика John Deere на новые аналогичные. На это не требуется согласие лизинговой компании. Будем надеяться, что в новых ревизиях этих моделей компания John Deere, может быть, устранила все эти недостатки, о которых мы вам говорили. Единственная, наверное, компенсация, которую можно получить при возврате или замене некачественной именно коммерческой техники, обращу внимание, только коммерческой техники, это упущенная выгода. Можно взять и посчитать, сколько прибыли, например, принесли бы эти грузовики за то время, когда они стояли в ремонте. И эти деньги, в принципе, можно попытаться взыскать с продавца. Именно поэтому я настоятельно не рекомендую вам покупать в лизинг личные автомобили, потому что там никакой упущенной выгоды нет, потому что вы их используете для личных целей. Неустойки нет, штрафа нет, морального вреда нет, и еще никакой упущенной выгоды нет, потому что это просто личный автомобиль. В итоге дилер не отвечает просто вообще ничем. Сломалась машина, да и он вообще не будет ее чинить, скажет, сломалась, да и хрен с ним. Но заменять эти машины мы будем на основании того, что в них имеется по два существенных недостатка, предположительно имеется. Я поговорил с экспертами, они говорят, что, скорее всего, вот эти проблемы с радиатором, который постоянно лопается, и проблемы с рукавами высокого давления, которые постоянно перетираются, они происходят вследствие конструктивных просчетов в этом автомобиле. То есть это будет продолжаться постоянно и все время. Так называемый неустранимый недостаток. С точки зрения закона такой недостаток является существенным. Также повторяющийся недостаток. Тут повторяется недостаток по этим болтам, которые постоянно выходят из строя, повторяются недостатки по рукавам высокого давления, которые тоже постоянно перетираются и заменяются. И вот на основании этого мы попытаемся технику заменить через суд на новую аналогичную. Будем надеяться на то, что у нас все получится, и будем надеяться на то, что новая техника, на которую мы заменим эту, она уже с устраненными вот этими недостатками будет служить ребятам верой и правдой, приносить доход и работать. Следите за продолжением этой истории, подписывайтесь на мой канал. С вами был Ярдрей, дальше будет интересней. Болты ломаются, ребята, давайте что-нибудь сделаем. Что сделаем? Привезем новые болты, и они также у нас ломаются. Они еще не могут поверить в то, что этот автомобиль, они говорят, что он нормальный. Это мы что-то здесь делаем не так. Неправильно их эксплуатируем. Мы их никуда не загоняем, хотя они должны работать в очень тяжелых условиях. Для чего мы их и брали? Если бы не было бы тяжелых условий, мы уже тоже сказали, что у нас есть Мерседесы четырехосные шоссейники, мы бы на них просто работали. Они ходят у нас по нормальной дороге, вы видите, то есть нету никакой грязи, нету никакой каши, то есть нету никаких насилий. Просто получается агрегат работает без всяких нагрузок, и он сыпется. Почему они не могут этого осознать, что да, на самом деле, что так оно все происходит. И они это видят, самое-то главное. Не то, что мы им что-то где-то на картинках показываем, что то-то, то-то, то-то происходит. Нет, это на самом деле вот оно и есть. Все. Когда мы их покупали, они на самом деле сказали, что эта машина 3 года, говорит, не будете знать горя в ней. Это самое такое, говорит, автомобиль, самый лучший автомобиль из сочлененных самосвалов. Но оно не получилось так. Мало того, что она стоит на ремонте, нам не везет выработку. Также у них мощность двигателя, то есть уже потерялась, то есть тоже получается все в кубы, то есть она не может принести нам столько кубов, сколько нам надо, сколько у нее даже по паспорту, грубо говоря, задекларировано. Понятно.
Грустная история, но это еще не все. Сегодня на моем втором канале вышло продолжение этой истории про то, как мы туда ехали, съемки за кадром, более непосредственное общение с ребятами на карьере. В общем, посмотрите по ссылочке в описании, переходите, красивейшие виды природы. На мой взгляд, ролик получился очень интересным по ссылочке в описании. Но и это тоже еще не все. Чуть позже на моем втором канале вы увидите обзор автомобиля BMW X7, в котором я сейчас прямо нахожусь. И поеду на нем на тест-драйв порядка 5000 километров, собираюсь проехать.